Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе, и мы продолжаем нашу программу сегодняшнюю. В первой части мы поговорили о дерби, о его значении, ЦСКА, Спартак. Ну а сейчас поговорим о тех матчах, которые были. Отдельно остановимся на матче, конечно, Анжи Динамо Москва. Эта игра наряду с матчем ЦСКА Спартак, конечно, стала украшением не только тура, но и второй части чемпионата. Великолепнейшая игра с завернутой интригой. В ничью закончилась эта встреча со счетом 3-3. Причем менялось все время по ходу встреч, менялась ситуация. Сначала динамовцы вышли вперед, забив первый мяч. Потом сравняли счет Анжи. Потом было удаление у махачкалинцев. И сразу после удаления Анжи сумел 2 мяча подряд забить. Жирков отличился, великолепный гол забил. Этоо забил очередной свой мяч за махачкалинцев. И уже, казалось бы, 3-1 в меньшинстве, и можно отойти и обороняться, и отстоять этот счет. Но московские динамовцы сумели переломить ход встречи и забили 2 мяча, сравняв за 2 минуты до конца основного времени. С счетом 3-3 завершилась эта игра. Замечательная игра. Я думаю, что несмотря на то, что, конечно, и Динамо Москвы, и Анжи очень нужны очки в борьбе за и места вверху турнирной таблицы, и в борьбе за Лигу чемпионов, и в борьбе за европейские кубки. Но я думаю, что и та, и другая команда может занести себе на баланс эту игру как одну из лучших. Потому что болельщики, несмотря на то, что, конечно, счет остается на табло, игра забывается, но такие игры не забываются. И болельщики будут благодарны, и болельщики махачкалинцев, и болельщики московского «Динамо», безусловно, будут благодарны за такую игру своим клубам. Что касается состояния турнирной таблицы, то, как я уже в первой части говорил, все обостряется. ЦСКА потерял очки в очередные. «Зенит», который не показывает совсем, конечно, и близко той игры, которую от этого клуба мы всегда ждем. Когда «Зенит», который считался еще в середине этого турнира флагманом безусловным российского чемпионата, российского футбола, флагман сейчас как-то на холостом ходу в основном идет. Но вот, несмотря на то, что по игре, в общем, «Зенит» не впечатляет, очередная победа питерцев, такая вымученная довольно на добавленных в третьей минуте. Дани забил единственный мяч, принес 3 очка команде, и вот уже 4 очка разделяют «Зенит» и ЦСКА. И все впереди. Любая осечка ЦСКА, а у них, надо сказать, не очень простой график последних игр, и «Зенит» может оказаться в дамках, что называется. И здесь можно только сетовать на то, что клуб, который показывает хорошую игру, как ЦСКА показывал со «Спартаком», в данном случае теряет очки, а клуб, который игру не демонстрирует, подбирается все ближе и ближе. Также в ничью сыграл «Рубин», «Локомотив» сыграли в ничьи свои матчи. Вот борьба за Лигу чемпионов, за кубки УЕФА здесь тоже очень острая. Надо будет, конечно, для того, чтобы точно сказать или что-то прогнозировать, надо очень тонко проанализировать оставшиеся игры, у кого, что, как. Но, впрочем, в данном случае, мне кажется, все будет в руках самих футболистов. Для того, чтобы занять как можно высшее место, надо просто выходить и играть. Играть, забивать. И если Анжи, Московская «Динамо», Спартак, ЦСКА будут демонстрировать ту игру, которую они продемонстрировали в прошедшем туре, мне кажется, у этих клубов все получится. Во всяком случае, вот именно эти клубы сейчас показывают привлекательный футбол, который заслуживает награды в виде побед и как следствие высокой турнирной строчки. Ну что ж, мы будем внимательно следить на Вестнике Кавказа за тем, как будут развиваться события. Самое интересное вот-вот уже происходит и вот-вот произойдет. Поэтому будьте с нами. Вестник Кавказа, Гия Саралидзе, мы говорим о футболе.